Всем доброго времени суток! Я, как всегда, рада приветствовать вас на канале Дивный творческий мир. И сегодня будем делать вот такую замечательную вазу из воздушного шарика и гипса. Итак, берем гипс. У меня вот такой гипс из обычного хозяйственного магазина и обычный воздушный шарик. Для начала нам нужно развести гипс водой. Стандартная пропорция 2 к 1, но сейчас я буду делать несколько гуще. Буду смотреть на глаз, как говорится, так как мне придется заливать это в шарик и нужно, чтобы все это побыстрее застыло, поэтому я делаю более густой состав и переливаю это все в бутылку. Постарайтесь это сделать. Вот, работа не очень чистая, а затем надеваем на горлышко бутылки шарик и вот так вот все это вот такими нажимающими на бутылку движениями многократными, все это переливаем в шарик. Когда масса перелита, закручиваем и завязываем в узел. А затем начинается самый главный процесс. Мы должны все время крутить шарик в руках. Я крутила примерно 5 минут. Весь процесс я, конечно, не записывала, но вот так постоянно крутим и переворачиваем, иначе гипс застынет в одном положении и будет просто внутри шара ком. В процессе застывания шар нагреется примерно до 40 градусов, а когда температура начнет падать, потихоньку можно срезать шарик. Поднимите хвостик, подрежьте и снимите. Здесь главное тоже не передержать, иначе если он сильно пересохнет, будет тяжело вырезать вот эту серединку. Я это делала ножом, вот такими движениями. Сначала аккуратненько сделала маленькую точечку, а потом постепенно расширяем по кругу до того отверстия, которое вас устраивает. Кстати, важный момент. Когда вы будете крутить раствор в шарике, вам нужно понять, когда он начнет застывать. Жидкость станет уже почти не текучей. Вы будете переворачивать, вы почувствуете, что она стала гуще. В этот момент оставляете шарик на столе, находите центр тяжести и ждете полного высыхания. А затем, вот после того, как я уже сделала отверстие по центру и все полностью высохло, я теперь довожу центральное отверстие до состояния круга. Мелкой наждачной бумагой я постепенно выравниваю, чтобы оно стало ровненьким и гладеньким. И теперь, когда все готово, я буду заниматься декором. На этот раз я взяла текстурную пасту, которую покупала в магазине для творчества. Ранее, кстати, я именно такой не пользовалась. Я взяла цвет терракотовый, так как в наличии другого цвета не было. Сейчас попробуем, как она работает, эта паста. Там написано, что при необходимости поверхность можно пошкурить для лучшего сцепления, но мне это не нужно, иначе я испорчу вазу. Я буду просто смазывать клеем ПВА и наклеивать детали. Для этого я делаю вот такие жгутики и по наклонной, по косой линии приклеиваю их вокруг всей вазы. Для этой работы можно также использовать любую массу для лепки, холодный фарфор, полимерную глину. Это уже на ваше усмотрение. После того, как все веточки наклеены, я начинаю делать цветочки и листики. Я буду делать их с помощью молда, но их также можно прекрасно вылепить вручную. Получится также замечательно и красиво. С молдом, конечно, гораздо быстрее и проще. Итак, делаем цветочки и приклеиваем все детальки на клей ПВА. Цветочки я буду наклеивать через одну веточку, а на те, которые останутся посерединке, я крайним приклею листочек. Таким образом, я сначала декорирую верх каждой веточки, чтобы видеть чередование листик-цветочек, а затем уже буду декорировать все остальное. Сначала залеплю все веточки листочками, а затем уже между ними буду крепить цветочки. Цветочки, кстати, можно крепить не обязательно симметрично и в одном и том же месте на каждой веточке. Нет, это не обязательно. Я приклеивала там, где мне больше нравилось. Вот и все. В работе очень удобно пользоваться стеками, чтобы добавить, например, дополнительные какие-то прожилки или линии на листиках или цветочках.
а также придавить, чтобы лучше прилегали детали к вазе. Кстати, работать с этой текстурной пастой достаточно удобно, но все же есть минусы. Она хорошо достается из молдов, не прилипает к рукам, но она очень сильно пачкает основную деталь. Вот ваза у меня светлая, если где-то чуть-чуть не так приклеил или коснулся, остаются темные места. Итак, ваза высохла, я оставляла ее на ночь. Все детали сухие, но, как я уже говорила, от пасты есть кое-где выпачканные места. И сейчас я белой акриловой краской, разбавленной с водой, покрываю полностью всю вазу. Этой белой краской с интервалом на просушку я покрываю вазу 2 раза. Я дала краске хорошо высохнуть, а теперь губкой, смоченной в воде и хорошо отжатой, я начинаю стирать выступающие контуры цветочков. Мне нужно, чтобы проступал цвет именно в тех местах, где есть рельефы. Это кончики лепестков и серединка. Я пробовала делать это как мягкой стороной губки, так и жесткой. Там уже смотрите по ситуации, как вам больше нравится. В принципе, краска снимается и так хорошо. Главное это делать аккуратно, чтобы не зацепить края вазы и ничего не зашкурить лишнего. Губку необходимо постоянно промывать, чтобы она была чистая. После того, как мы зашкурили цветочки, проявили на них цвет и дали высохнуть, так как они влажные снова стали, я развела вот такой оттенок, это изумрудный колер с белой краской, но колера я добавила совсем чуть-чуть, чтобы получился вот такой бледный оттенок. И я начинаю покрывать им листья и веточки. А теперь после высыхания мне понадобится вот такой контур. Он по цвету как раз подходит очень близко к моим цветочкам. Он такой золотистый, но с какой-то такой розовинкой. Я даже не знаю, как этот цвет называется. И я начинаю вот такими капельными движениями, точечными, выделять серединку. По 5 точечек ставлю в каждую серединку. А теперь с золотым контуром я буду декорировать листья. Выделять центральную жилку, обводить контур и также делать боковые полосочки. Если у вас нет контура, можно обвести листики с помощью тоненькой кисточки и золотой акриловой краски. По поводу цветовой палитры вы можете делать так, как нравится вам. Я эту вазу решила сделать вот в таких бледных пастельных тонах, а вы уже можете экспериментировать по-своему. После покраски кое-где остались следы от кисточки. И я в промежутках между веточками, перед тем как полачить вазу, прохожу наждачной бумагой нулевочкой, которая убирает все вот эти вот неровности. Ну и теперь можно покрыть вазу акриловым лаком. Что я и делаю, покрываем 2, а лучше 3 слоями акрилового лака. И ваза готова. Вот такой предмет интерьера, а именно круглая ваза с цветами у меня получился. Трудно представить, что эта ваза изготовлена с помощью простого воздушного шарика, правда? Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Пока-пока!